Хорошие мои, я вас всех приветствую на своем третьем канале. Сегодня смотрим, как у вас проходят отливки, результат по итогу для вас, да, и что они приносят вашим недоброжелателям. Хочу сразу вас поблагодарить за обратную связь, за ваши комментарии, за то, что поддерживаете энергообмен. Итак, долго затягивать не буду. Поехали. Как проходят ваши отливки? Хорошо снимаются просто отлично в сотрудничестве с теми энергиями, с которыми вы работаете, с богами, с духами различными, да? Исцеляете состояние жертвы, и здесь на сердце закидывали вот эти моменты. То есть по вашим слабым местам проезжаются, пытаются найти их. Вот эти вещи исцеляются. Отлично. Просто замечательно. Кому-то очень не нравится, как они у вас получаются. Не хотят, чтобы вы этим занимались. Палки в колеса ставят. Здесь знаете, что мне проходит? Люди хотят влиять. Короче, хотят перекрыть вам возможность почиститься. Вот так, чтобы ваши чистки не срабатывали и им по голове не отлетало. Просто, чтобы ваша работа не шла. Знаете, палочки в колеса да повкидывать им охота. Итак, давайте посмотрим, как же проходят ваши отливки. Сам процесс как идет. Здесь у вас, если отливки, то еще что-то параллельно. Работа с темными, со светлыми может проходить. Здесь вы работаете через мир темных. Давайте я так скажу. Хорошо они у вас проходят. И здесь кто-то вас пытается посадить в двойственность, то есть либо обмануть, в треугольники втащить, либо же подставить, либо же и вашим, и нашим, да, ну, чтобы вы не знали. Здесь могут проходить такие ситуации, где вас заставляют выбирать. Вот эти вот моменты, они закрываются через мир темных, я еще раз повторюсь. Я вам хочу сказать, когда у вас проходит нестандартное исцеление, но это здесь, знаете, как больше, наверное, давайте я так скажу, здесь энергии, новые энергии планеты через вас, как через призму, по-другому, нежели ранее проходят, и там не так-то легко сочетать, как на самом деле проходят эти чистки для вас. Это плюс, это отличный плюс. Здесь у вас на защите есть кто-то из рода, кто вас защищает, из мира темных. Еще раз повторюсь. Тут недоброжелатели на вас нападают. Психологически вас хотят вывести из стабильности, короче говоря. Понимаете? Их очень бесит, как вы сотрудничаете с темными и со светлыми энергиями. Как это так? Понимаете? Как это непорядок?
Здесь могут быть нападки на вас, понимаете? Здесь из области человек, который пытается с вами пиписьками померяться. Ну вот он и получает, как проходит. Замечательно проходят. Давайте смотрим дальше. Пока конкретики не хочу никакой задавать. Здесь и так открывают более чем. Как еще проходят? Вы знаете, тут закрывается, да, с одной стороны можно сказать, что здесь любятина, возможные вопросы с прошлыми партнерами, есть такой момент. Кто-то хотел бы, человек паш кубков проходит, кто-то хотел бы вас подавить, понимаете, ментально, астрально, именно подавить вашу силу внутреннюю, для того, чтобы вы начали общение с этим человеком. Даже если не общение, ребята, сейчас объясню, как это. Переключить вашу энергию на этого человека обратно, потому что на ваших энергиях ему офигенно фартило. Вы ему и нахрен, возможно, не нужны, а вот ваш ресурс ему очень нужен, потому что у человека больше нет фортуны по жизни. Вот теперь этот человек реально только на своих ресурсах едет. Чисто на всем том, чего он добился сам. Без вас. Вот так-то. Это один вариант. Но это слишком банально. Ну, вот, знаете, это имеет место быть, но здесь параллельно с этим вот куда более интересный поток. Здесь мне показывают мать и ребенка из мира темных. Эти души уже... Так вот, они вам помогают. Они связаны с вашей семьей, с вашей родней. Они вам помогают выйти в девятку кубков, в наполненность, в сотрудничество с людьми, с духами, с силами. Итак, это уже положительный момент, довольно-таки серьезный, потому что ваши недоброжелатели получают очень много, давайте я вам так скажу, очень много определенных энергий, которые травмируют их психику. Здесь у вас чистка хорошо идет. Ух ты. Так, ребята, кто куда-то еще ездил, я вас поздравляю. Отлично. В сотрудничестве с кем бы вы там ни работали. Опять же таки, люди, духи, боги. У вас переход. Кроме чистки, у вас параллельно идет переход. Сейчас будем смотреть, куда, во что. Повторюсь, кто куда ездил, вообще замечательно. Поездка прошла на ура. Здесь, смотрите, здесь все равно вылазит все-таки любятина. Вот эти две души, да, помните, я вам говорила, мама и ребенок, они вам помогают. Помогают, знаете, что сделать? Очиститься от влияния вот этого вот королька, который к вам по жезлам.
И вы от него отворачиваетесь, понимаете, его влияние на вас не проходит. Здесь мужчина нападает. Человек бухает, вы чиститесь, он впадает в психологический трэш. Он начинает пить, он не видит тех плюсов, которые ему предоставляет судьба и высшие силы. И уже никогда не увидит, потому что здесь, кроме выпивки, наркотики, алкоголь, прием постоянно таблеток каких-то, одурманивающих средств. Помимо этого, человек, когда это все употребляет, начинает кое-что видеть и кое-кого. Здесь человек, который привык, знаете, гулять, кутить. И, кстати, на вас была попытка переклада своего пьянства, своих вот этих зависимостей. Но вы оставляете все это за спиной. Возможно, этот человек вам приезжал, либо хотел бы приехать. Вы здесь королева жезлов, королева мечей, королева жезлов, то есть ведающий человек, который занимается боевой магией и который побеждает. Останавливаются крадники на ваши победы. Смотрите, чего бы вы там не хотели достичь, у вас всегда получается все на ура. На это ставились крадники. Эти крадники закрываются миром мертвых. И высший суд приходит. И после высшего суда начинается глобальная трансформация у ваших недоброжелателей. Тройка мечей, семерка кубков, девятка мечей. Композиция отменная. Страхи, иллюзии. Помните, я говорила, этот человек что-то видит, каких-то сущностей, скорее всего, которых на вас насылал. Вот они теперь к нему пришли. Здесь, знаете, человек с разбитым сердцем. Сейчас хочу посмотреть, что у него там еще за 3 проблемы вырисовываются. Вот. И здесь, знаете, такой персонаж, который жил, не напрягался. То есть работать здесь человек не любит. Любит, чтобы ему все бесплатно доставалось по легкой. При этом побухать, подрасслабляться, пожить свое рыло. Вот это любит. И, знаете, куча мечтаний. Вот встречу идеальную даму, да все будут меня любить, да я на фортуне прокачусь, да я любимчик судьбы, да потом еще, видать, возомнил себя магом-практиком, и золото будет при мне, и знания, и лавры, и успех, и удача, и силы, и мудрость, и, ну, короче. Иллюзиями полна его голова. Так, 3 проблемы его. Смотрим. А вот вам и 3 проблемы. Работал на перекрестках, раз, переклады, крадники делал, 2, 3, этот человек привязывал вас, ваши ресурсы к себе. Егильеты здесь проходить могут. Дабы вы не вышли замуж, для кого это актуально. Так вот, фортуна отворачивается, обмена с окружающим миром нет, особенно что касается денег. А деньги он любит больше всего. Сразу себя, потом деньги, а потом уже все остальные. Блага для его чрева, а потом уже люди какие-то, которые там ему... Знаете, здесь человек проходит, который любит, чтобы ему льстили. А те люди, которые ему в лоб говорят, что он дерьмо по факту, ну, то есть парируя аргументами из его же поведения, из его же поступков, эти люди автоматически становятся недругами. Потому что здесь очень большие комплексы. Недолюбленный человек... Скорее всего, здесь взаимообмена правильного энергетического с его матерью никогда не было у него. И поэтому сейчас все, особенно женщины, должны ему, понимаете? Вот его проблемы.
Если состоял в отношениях, решил, что он там женщину всей своей жизни встретил, оказалось, что далеко не так. Будем уточнять. Здесь какие-то тайны у человека вскрываются, особенно те, которые, прям знаете, высветилась его натура по поводу всех его тайных махинаций. Здесь человек на нычку от всех бегал, делал, ритуалил всякую ерунду. Вот десяткой мечей накрылось это все. Хотя, как я уже сказала, человек мог себя здесь еще и практиком возомнить. Так, что по обмену? А здесь, мне кажется, ребятки, смотрите, несколько вариантов. Во-первых, я повторюсь, если был с кем-то в паре, уже этой пары нет, потому что, ну, как всегда, ну, возможно, встретил такую же, как он сам, да и все. Либо же не в состоянии этот человек просто идти на энергообмен. Ему нечего дать. По факту ему просто нечего дать. Он пуст внутри. А здесь не получилось вот это. Плюс еще не получилось к вам привязки на сердечную чакру сделать, чтобы вы его любили. Как вариант. Не получился взаимовыгодный обмен с какой-то женщиной, что касаемо бизнеса, тоже проходит такой момент. Возможно, тоже хотел, знаете, как через магические воздействия подавить какую-то мадам, чтобы, допустим, был выгодный контракт, как пример. Либо же здесь разочарование в той партнерше, которую он для себя избрал. Карта смерти здесь практически перевернулась, я ее оставлю. Да, ребят, здесь проходит такой момент, что это бывший муж, бывший ваш партнер, либо кем он там вам являлся. Здесь касаемо семьи, общения, вот эти все факторы. Вот это все человечка да поднакрыло. Если, повторюсь, у него была семья, ну как он считал, называл это семьей, то все это далеко не так. У таких людей зачастую, ну, истинная семья не выстраивается. По одной простой причине. Они не умеют этого делать. Они настолько любят себя, что вот мне все должны. Понимаете? А те, кто на самом деле ему что-то не додал, тех он возвышает, и тем вот он, знаете, пятки готов лизать. Кто его унижает, кто его ни во что не ставит. То есть здесь очень большие проблемы с психикой у вашего недруга. Ой, смотрите, этот человек на вас злится. Злится и через храмы, ну, по чернокнижию работает, значит, но через храмы. Якобы и молюсь, и всякую ерунду, короче, делает. Потому что здесь очень нужны деньги любыми методами. Здесь нужна энергия, здесь по здоровью у человека уже хорошо могло долбануть. И он хочет исцелиться, он нападает, он психует, он ментально может вас атаковать, астрально. Может где-то что-то научился, подсчитал, либо кому-то заплатил. То вот здесь, да, такой, который теряет, все теряет. И на вас злится, понимаете, это вы виноваты в том, что у него такая жопонька. Это не он виноват. Он везунчик, как он считает. Это человек, который, знаете, не задумываясь, не своими руками убьет другого и сделает вид, что так и надо было. Здесь дьявол и карта солнца, здесь эгоизм зашкаливает, а толку никакого. Вот от такого человека вы освобождаетесь. Давайте посмотрим, что вам... Здесь Высший Абсолют наблюдает за всеми манипуляциями этого человека.
Ой, здесь у вас союз с темными, ребят. Здесь союз с энергиями по 15-му аркану, очень замечательный. Давайте скажу так, стартовый, да, союз, но энергообмен, оно... Хороший энергообмен. Сейчас я все-таки уточню, на всякий случай. Слушайте, да, энергообмен очень хороший. Здесь вы выходите в свою статусность, статус императора, как мальчики, так и девочки. И здесь этот человек сажал вас в отшельники, понимаете? Как я и говорила, не хотел, чтобы вы женились, выходили замуж. Для кого что актуально. И здесь, смотрите, вы в свой статус-то выходите, свое дело открываете, бизнес, что-то новое начинаете. У вас резкое движение идет. Плюс на вашем пути, ваш путь, он под защитами. Вот, у вас очень благополучно получается ваша ритуалика. С вами сотрудничают различные энергии при ваших ритуалах. Знаете, что мне здесь еще идет? Вам перекрывали возможность мечтать. Сейчас объясню. Вот вы мечтаете, идете к цели, вам ее перекрыли. А тому скоту везло постоянно. Поняли, да? Теперь вот это к вам возвращается. А что и ему? Ну, во-первых, здесь человек мог сам, знаете, ему такой обрат пошел, как... Если связано с любятиной, делались привороты, а здесь такое может быть. То теперь этот человек в вас влюблен. И еще я вам хочу сказать, что его походы на погост закрыты. Его начинания все закрыты, слишком много эгоизма. И еще этот человек никогда не сможет иметь детей. То есть, если они у него есть, либо будут, это не его дети. Здесь из-за его эгоизма, из-за его... Если вопрос... Короче так, если вот этот вот ваш недруг каким-то образом задел еще ваших детей, может, у вас общее есть. Для каждого ищите свое, да? Короче, если он каким-то детям гадил теми или иными своими поступками в жизни, то тут, как я уже сказала, сам детей больше иметь не сможет. Особенно если гадил своему ребенку. Типа, пытаясь мстить вам, как пример. Если у вас есть общий ребенок. Здесь закрывается возможность иметь семью вообще, от слова совсем, совсем. Отношения. Какие бы то ни было отношения. Ух ты, ребята, здесь этот человек делал вам закольцовки на то, чтобы вы все время теряли работу, теряли свое дело, не могли открыть. Это длилось давно. Кидались закольцовки прям специально, чтобы вы, вот знаете, туда пошли не ваши, или уволили, или еще какие-то проблемы. Вот это все теперь ему возвращается. По рабочим моментам полная башня. Все, теперь этот человек до скончания веков, где бы его душа ни находилась. Вот он трудится над чем-то, даже если его душа в другом измерении. Бац, обломили. Начинай заново.
Трудится, трудится, оп, опять обломили, начинай заново. Только с каждым таким витком у него будет все меньше и меньше ресурса, возможностей, что-то толковое, понимаете, сделать, на какую-то нормальную работу устроиться. Короче, с каждой вот такой вот волной он будет по социальному статусу уходить все ниже, 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 пока не достигнет уровня бомжа. Ой, знаете, ну то, что я сказала, карты подтверждают. И еще хочу уточнить вот так. Очень тяжело будет работать. Здесь, знаете, здесь мог такой человек, вот ваш недоброжелатель, рассказывать, что он уже свое отбегал, теперь он будет только ездить на машинах, а не пешком ходить или автобусами ездить. Вот здесь тут обалденный момент, когда будет реально пешком ходить. Опять же таки, как пример. Если была машина, не будет машины. Были деньги на проезд, не будет, пешком придется идти. Здесь все его ожидания от проделанной работы, от тех усилий, которые он влаживать будет в любое свое начинание, в любое дело, в любой проект, все будет накрываться медным тазом. Мало того, что будет идти просто с-под пенделя, просто с очень большой тяжестью для него. Вот. Он будет считать, что я выстою, я пробьюсь, я смогу. Мне же везло, и сейчас будет вести. Так вот, все. Здесь у человека опускаются руки. Просто опускаются руки. И опять же таки, я повторюсь, и опять бухло. Понимаете, что-то срывается, он бухает. Что-то срывается, он бухает. Или наркотики, или то и другое. Таблетки разные. Вот что ожидает недоброжелателя. Ух ты! Здесь его, вот недвижимость, которая у него была, что бы у него там не было, если был дом, у него это отберут. Опять же таки, любая недвижимость, любое дело будет отобрано, а он очень любит деньги, очень любит статусность, вот это все будет отобрано, полностью отобрано в деньгах, в здоровье, полный ноль. Вот здесь нищета, ребята, вот здесь полная нищета, духовная, физическая, материальная. По здоровью шарахнет однозначно, по финансам и по психике. Здесь просто разрывают человека на части. Здесь знаете, что мне идет? Здесь не хотели, чтобы вы справедливость подняли. Вот этот недоброжелатель вредил вам, перекрывал вам возможность сотрудничества с высшими силами, с какими-то законодательными органами, чтобы вы добились справедливости какой-то. Допустим, там не платит нормально алименты, да, или скрывает свои доходы, если это бывших касается. Вот вы пытались чего-то достичь, нет. Там были оговоры, там были подкупы, к примеру, и тому подобное. Это все вам перекрывали, и вы выстояли в этом. Выстояли, ребята, потому что у вас связь с высшими силами очень хорошо налажена, и вы полностью идете в проекты в свои. Вне зависимости от того, что бы там ни происходило с этим вашим недоброжелателем и с вами, это уже в прошлом для вас. Вы абсолютно к новым горизонтам идете. Несмотря на то, что он пытается делать вам, либо делает. Чем больше он делает, тем больше у вас уверенности в том, что вы на верном пути. Для начала вы на верном пути в том плане, что вы выкинули
вот этого вот нелюдя из вашей жизни. С чем я вас и поздравляю. По традиции, всем осознанным добра этого мира, оставляйте ваши комментарии, как проигрался расклад. Всем пока-пока.